Приветствую всех на своем канале, с вами Павел Сидорий, канал о ремонте и отделке. В сегодняшнем видео мы будем встраивать люк скрытого монтажа, но не простой люк, а люк самого большого размера, максимально возможный из тех, которые изготавливают. Этот люк был изготовлен на заказ компании «Практика». Размер его 1,20 на 1,20 м. Он состоит из двух дверей, распашной. На каждой дверце стоит свой механизм. Сначала заказчик планировал сварить люк в гараже, но здравый смысл победил и заказали люк на заводе. Стоимость люка 15 тысяч российских рублей. Как и у люка обычного размера, алюминиевая рама толщиной 5 сантиметров. Для чего нужен такой большой люк? Для того, чтобы в случае необходимости можно было снять бойлер и был доступ ко всем коммуникациям. Приступаем к установке. При помощи лазерного уровня размечаем стену и начинаем собирать каркас, используя 50-мм перегородочные профили. По периметру люка для усиления закладываем деревянный брусок. Предварительно примеряем люк. Начинаем зашивать каркас гипсокартоном. Люк установили в каркас и обшили каркас гипсокартона. Мы немножко поменяли тактику. В этом случае я люк не связывал с гипсокартоном. Объясню почему. Потому что люк немножко неправильной формы. За счет того, что у него большой размер, дверцы немного выпуклые. Поэтому из каркаса мы сделали окошко точного размера люка. После этого мы вставили туда люк, обшили края гипсокартоном и уже при помощи уровня спозиционировали люк. Затем приклеили люк на полиуретановый клей и прикрутили саморезами. Для того, чтобы исправить неровности люка и подровнять гипсокартон со стеной, проходим стену клеем для плитки при помощи длинного правила. Этот люк тоже можно регулировать по плоскостям, вверх-вниз, влево-вправо и по кругу. Если вы ошибетесь где-то с приклейкой плитки, то можно подрегулировать. Только здесь два механизма, на каждой дверце свой. Также обязательно надо зафиксировать стопорные винты. Их тут 8 штук на каждой дверце, слева и справа. После того, как вы их зафиксировали, люк принимает то положение, в котором он будет стоять. Так же, как и у маленьких люков, здесь есть резиновая прокладка, что предотвращает проникновение запаха из технической части непосредственно в сам санузел. На каждой дверце стоит по 2 замка. Также здесь есть такие вот скобы, которые всовываются в замок и блокируют его. Когда в замке стоит скоба, дверца при нажатии не открывается. Это сделано для того, чтобы вы могли приклеивать спокойно плитку, придавливать дверцу, и она не открывалась. Ее можно открыть только непосредственно руками, подковырнув шпателем. Как и в маленьких люках, здесь есть определенные ограничения по выступанию плитки за пределы люка. Со стороны замков это должно быть минимум 5 мм, но не более 50 мм. То же самое и здесь. Сверху, сбоку и снизу это может быть минимум 5, но не более 75 мм. Люк мы поставили таким образом, чтобы у нас получалась дверца открывалась с целыми 4 плитками. То есть, соответственно, 8 плиток будет открываться. При укладке плитки важно, чтобы клей не попал в шов, чтобы люк открывался. И та часть плитки, которая будет торчать за пределы люка, она должна быть тоже без клея. Теперь приступаем к укладке плитки. Обязательно надо нагрузить дверцу весом, который равен количеству плиток, которые будут находиться на дверце. Для этого удобно использовать пластиковые мешки. Процесс укладки плитки происходит как на обычной стене. Плитка ректифицированная, то есть обрезанная. Крестик используем 2 мм. Главное не открывать люк до момента, когда клей высохнет. Вот как выглядит уже практически законченный люк. Здесь не хватает только по периметру силикона.
Это максимально большой люк, который делают на заказ. 1,20 м на 1,20 м. К сожалению, как силиконится данный люк, я показать не смогу, так как объект замораживается и переносится на неопределенный срок продолжения работ здесь. Здесь будет эпоксидная фуга и, соответственно, силикон в цвет этой фуги. Но если вы хотите посмотреть, как силиконятся такие люки, это можно посмотреть в моем другом ролике, ссылочка будет снизу. Спасибо за внимание, это был канал о ремонте и отделке. Мы установили самый большой люк скрытого монтажа. Если вам понравилось, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!